В Общественной палате прошла встреча представителей Общественной палаты России с одной стороны и Совета при президенте Азербайджана с другой стороны по государственной поддержке неправительственных организаций. Это некий аналог Общественной палаты, просто он меньше, там 11 человек, и он чуть-чуть по другому принципу организован, но в принципе они, кстати сказать, подают гранты тоже у себя сравнимо по российским масштабам на десятки миллионов долларов азербайджанским неправительственным организациям. Эта встреча является выражением роста влияния неправительственных организаций на ситуацию в мире. Вы знаете, мы очень долго от западников отставали. Денег не было просто, и у людей не было времени, они все время тратили на то, чтобы работать на 2-3 ставках и выживать. Сейчас кончилось время выживания, начинается время жизни, и мы создаем те же самые институты во многом, которые созданы на Западе, в частности, усиливаем развитие неправительственных организаций и взаимодействие неправительственных организаций, государства, и в том числе поддержка со стороны государства этих неправительственных организаций. Лучше всего это отлажено у американцев, у нас и у азербайджанцев похуже, но развиваемся мы значительно быстрее, естественно, поскольку должны догонять. Вот это как бы самое главное. Да. Значит, кроме того, мы обсудили конкретные форматы сотрудничества. Что было решено? Во-первых, проводить ежегодные российско-азербайджанские форумы неправительственных организаций, создать некое такое сообщество НПО «Друзей России и Азербайджана». То есть те российские организации в России, которые заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими коллегами, соответственно, азербайджанские НПО заинтересованы в сотрудничестве с российскими. Собственно, вот это и будут активные участники этого форума и конкретных проектов. Значит, кроме того, мы решили развивать отношения с диаспорами. То есть мы будем содействовать тому, что диаспоры более хорошо интегрировались. В частности, азербайджанская диаспора в России, им будут организованы курсы дополнительные, в том числе бесплатные по изучению русского языка, и будут большее сотрудничество у этой азербайджанской диаспоры с другими диаспорами, работающими в России, и то же самое для русскоязычных, проживающих в Азербайджане. Кроме того, мы решили развивать больше молодежных проектов и проводить как отдельные молодежные форумы, так и развивать молодежные проекты на уровне образовательных программ. В частности, мы решили содействовать больше сотрудничеству организаций между университетами. Мне это особенно близко, поскольку я выходец из МГУ имени Ломоносова, а сейчас являюсь проректором Российского экономического университета имени Плеханова. И мы, конечно, постараемся это сделать. Кроме того, мы решили, что во время визитов мы будем стараться организовывать лекции, открытые публичные лекции в университетах соответствующих двух стран. Кроме этого, азербайджанские коллеги выразили очень большой интерес к тому, как у нас далеко продвинулась ситуация с общественным контролем. У нас очень неплохой закон об общественном контроле проводится, отлажены уже некоторые неплохие механизмы. Они попросили передать им максимальный материал для того, чтобы это реализовывать у себя. Особенно это касается здравоохранения. Кроме того, мы решили сотрудничать больше в вопросе наблюдения за выборами. В частности, наша делегация поедет на президентские выборы в Азербайджане в октябре 2013 года, а их делегация приедет на наш единый день голосования в сентябре 2013 года. Кроме того, мы решили сотрудничать в международных организациях, такие как Ассоциация социально-экономических советов. Мы там состоим, они нет. Мы постараемся помочь Азербайджану в какой-то форме принять участие в работе этой организации. Азербайджанские коллеги подняли важный для них вопрос конфликта между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Решили, что больше содействия сотрудничать между азербайджанским и армянским общинами в Москве, в том числе выходцами из Нагорного Карабаха. Еще один вопрос, который был поднят, это ситуация на границе, чтобы облегчить переход граждан. И мы решили подключить Общественную палату Дагестана к этому вопросу. Она очень активная, влиятельная. И именно там, собственно, и проходит граница между Россией и Азербайджаном.
Так что фронт достаточно работы большой, назначены люди, которые будут отвечать за это направление. В марте состоится визит ответный нашей делегации Общественной палаты в Баку, где будут уже подписаны меморандум и договоры о сотрудничестве по этим конкретным проектам, которым сейчас договорились, а потом рабочая группа приготовит документы о сотрудничестве. Ну, а мы тоже в ближайшее время, собственно, уже через неделю будем участвовать в таком гуманитарном форуме в Азербайджане, где продолжим эти переговоры. Ну, а я еще и планирую выступить в Институте политологии, социологии и права, так он, по-моему, называется, а также выступить в Бакинском университете с открытой лекцией и рассказать о политике России на Кавказе, вообще о концепции внешней политики России, с какими вызовами мы сталкиваемся, как мы видим ситуацию в мире. Да, мы ценим очень положительно. Кстати, я забыл сказать, вызвал большой интерес наших коллег предложение о том, чтобы провести одно из заседаний в трехстороннем формате России, Турции, Азербайджан. Дело в том, что Азербайджан очень интенсивно развивает отношения с Турцией, это братские страны, во многом с похожим языком, они понимают друг друга без перевода, и у нас хорошие отношения уже и с Азербайджаном, и с Турцией тоже развиваются очень неплохие отношения. На уровне лидеров они прекрасны, а на уровне гражданских обществ они пока менее развиты, и мы решили вот такой трехсторонний формат тоже утвердить и проводить такой форум.